Всем привет! Давно не виделись. Я был в отпуске. Я ездил в Китай. Но недавно я приехал, я дома, в Санкт-Петербурге. И я продолжаю работать. Поэтому я начал делать новые видео. Скоро, или не супер скоро, но скоро они будут появляться на канале, как всегда. И все будет как раньше. Хотя это неправда, потому что как раньше не бывает. Ну ладно. Перед тем, как начать, я хочу сделать небольшое интро. Первое, что я должен сказать, это то, что я должен был сказать 2 или 3 месяца назад, но не сказал, потому что я не очень ответственный человек. Я думаю, вы помните, что на моем канале были видео с Сергеем. Я выкладывал несколько эпизодов, где я говорю с Серегой. И как это правильно сказать? Короче, спустя какое-то время после этих видео мы также записали с Серегой 2 эпизода подкаста. Если вы не знали, у Сергея есть подкаст на всех или на самых популярных подкаст-платформах. Его подкаст называется In Russian from Afar. И там можно найти 2 эпизода с моим участием. Наверное, сейчас вы видите скриншоты на экране. Вы можете послушать эти и другие эпизоды в Spotify или на каких-нибудь других платформах. Там мы говорим про наше детство и про Россию во время нашего детства. Эпизоды достаточно интересные, так что, если будет интересно, рекомендую вам послушать. И вообще рекомендую вам слушать подкаст Сергея, он старается. Вот, Серега, если ты смотришь это видео, прости меня, прости, что я не сделал это раньше. У меня только-только дошли руки. Хорошо. Итак, что еще я хотел сказать? Как я уже сказал, я был в Китае. Я недавно приехал и начал делать видео про Китай. Я начал делать видео, где рассказываю о том, что мне понравилось и что мне не понравилось в Китае. Я сделал это видео наполовину. Я записал это видео. Я обработал голос. И потом, когда я начал монтировать видео, я понял, что оно получилось слишком откровенным, слишком прямолинейным. Я слишком прямо говорю в этом видео то, что я думаю. Это, может быть, это черта русских людей, которая кому-то нравится, кому-то не нравится. И мне показалось, что в том видео я говорил слишком неаккуратно, поэтому я решил не выкладывать его. Я решил, что сегодня я покажу вам другое видео, которое я сделал зимой, а видео про Китай я сделаю еще раз позже. Все, наверное, это все, что я хотел сказать. Также, что еще? Также, как я сказал, я продолжаю работать. Если вы хотите попрактиковать говорение на русском языке вместе со мной, то вы можете забронировать
онлайн-урок в моем календаре, ссылку на который вы можете найти в описании к этому видео. Я буду рад поработать вместе с вами. И также, если вы хотите помочь мне, моему проекту, можете сделать это на сайте Boosty. Ссылку на мой профиль также можно найти в описании к этому видео. Окей, все, давайте начинать. Видео будет без моего лица. Я буду показывать вам мой родной город зимой и давать комментарии. Вот. Итак, еще раз привет. Это видео я записывал зимой. На этом видео я показываю вам некоторые места в своем родном городе. И сегодня, да, вы посмотрите на эти места, и я буду давать какие-то комментарии. Интересные и не очень интересные. Итак, сейчас вы видите церковь, старую православную церковь. Она называется Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Это достаточно древний архитектурный шедевр. Это православная церковь, которая была построена в начале XV века, в 1406 году. На самом деле, раньше на этом месте была другая церковь, но с ней что-то случилось, и поэтому люди построили новую, эту церковь. Интересный факт. Она была построена на деньги обычных рабочих людей. Раньше, в Средневековье, на этом месте жили люди, которые работали с кожей. Они занимались... я не знаю, как это по-другому объяснить. Они что-то делали с кожей. И эта церковь была построена на их деньги. То есть это такая церковь true рабочего класса. Хорошо. Что еще могу я вам сказать про эту церковь? Сейчас она закрыта. Сейчас на нее можно посмотреть только снаружи. Раньше внутри этой церкви были красивые старые иконы. Раньше там внутри было много разных, так сказать, исторических предметов, объектов. Но во время войны немецкие солдаты увезли очень много предметов из этой церкви в Германию. И эта церковь была почти что разрушена. Но затем церковь восстановили, и спустя какое-то время русские люди смогли вернуть какую-то часть объектов из этой церкви. Не все, но что-то мы вернули. И сейчас эти объекты находятся... Сейчас они находятся не внутри церкви, а в музее. В Новгородском музее, который находится в центре города. Окей. Так. Теперь расскажу вам маленький факт. Однажды я гулял по городу, и я даже не знаю, как сказать, я был не очень трезвый. Я не буду давать детали этой ситуации, но
я был не очень трезвый. И я помню, что я смотрел на эту церковь, и мне очень нравилась ее древняя энергия. Я смотрел на нее, и я чувствовал ее ауру. Я чувствовал ее древнюю энергетику. И в тот вечер я почувствовал, что у всех объектов есть своя энергия, своя энергетика, и она как-то связана со временем. Ну вот. Хорошо, продолжаем прогулку. Сейчас я иду в сторону драматического театра. Сейчас будет следующее видео, и я расскажу вам что-нибудь про этот театр. Итак, переходим к следующему объекту. Сейчас вы видите Новгородский театр драмы имени Федора Михайловича Достоевского. Если вы думаете, что это странное здание, то вы правы. Это действительно странное здание, которое похоже на какой-то космический корабль в стиле совет-ретро. Итак, этот театр был построен в Советском Союзе. Если я не ошибаюсь, то такую архитектуру можно назвать поздним советским модернизмом. Ну, это все, что я знаю. Это все, что я знаю про этот театр. Окей, что я могу вам рассказать? Раньше этот театр выглядел достаточно плохо. Сейчас он находится на реконструкции. Снаружи он уже выглядит довольно неплохо. Что происходит внутри, я не знаю. Последние несколько лет его ремонтируют. Но, может быть, он уже открыт. Я давно не был там. И когда я жил в своем родном городе, в моем детстве, в подростковый период, в мой подростковый период, этот театр был в достаточно плохом состоянии, он выглядел не очень хорошо, и ему очень нужна была реконструкция. В какой-то момент в моем городе появились деньги, и, к счастью, люди занялись этим театром. Раньше, много лет назад, так, прошу прощения, сейчас ничего не видно, потому что зимой не очень удобно ходить по улице. Итак, раньше, много лет назад, когда я был ребенком, за этим театром, в месте, куда я сейчас иду, на месте, или как правильно это сказать, короче, неважно, за этим театром раньше находилась очень-очень высокая башня. Сейчас ее нет, ее убрали. Я постараюсь показать вам фотографию этой башни. Итак, это очень высокая башня, на которую было достаточно легко залезть. То есть, если вам больше, чем 10 лет, если вы подросток или молодой человек, вы без проблем могли залезть на эту башню. И если я не ошибаюсь, то ее снесли, ее убрали, потому что было слишком много инцидентов, а также случаев, когда люди совершали самоубийство. Может быть, это неправда, я не знаю достоверную информацию,
но это то, что я слышал. Согласитесь, что мой город выглядит достаточно красиво зимой. Очень приятная, даже не знаю, как сказать, приятная зимняя славянско-православная атмосфера. Хорошо. Итак, также, да, конечно, в этом театре можно посмотреть спектакль, разные спектакли. Я был в этом театре не очень большое количество раз. Я не часто ходил на спектакли, когда жил в своем родном городе. Да я и сейчас не часто хожу в театр. Но внутри там достаточно атмосферно. И также, когда я заканчивал школу, когда у меня был выпускной после 11 класса, у нас было мероприятие в этом театре. У нас был, я не помню, это как не концерт, просто какое-то мероприятие в честь окончания школы. Все выпускники приходили в этот театр, и мы что-то делали на сцене, а также смотрели, как другие люди что-то делают на сцене. И сейчас вы видите надпись «Русь Новгородская». Если вы не знали, то Русь – это оригинальное название нашей страны. Хорошо. За театром находится река. Сейчас вы смотрите на реку, но вы ее не видите, потому что я чуть-чуть далеко и потому что на видео зима и слишком много снега. Окей, идем дальше. Итак, идем дальше. Мы находимся недалеко от театра. И я просто покажу вам еще чуть-чуть, как выглядит мой город. Так, секунду, мне надо надеть перчатку, наверное, потому что мне было холодно. Все, Никита надел перчатку. Идем. Итак, перед вами река, за рекой другая часть города. Можем, кстати, поговорить об этом. Мой родной город, Великий Новгород, он разделен на две части. Он разделен рекой. Через город протекает река, и в городе есть несколько мостов, которые соединяют две части. Часть, на которой живу я, или сторона, на которой живу я, точнее, на которой я жил раньше. Так вот, эта сторона называется Софийская сторона. Наверное, потому что на этой стороне находится Софийский собор. А другая сторона, та, которая находится на другой части на этом видео, она называется торговая сторона. Не буду рассказывать почему, потому что время этого видео заканчивается. Итак, сейчас вы видите реку. Вот река, о которой я говорил. Река называется Волхов. И, как вы можете увидеть, она не полностью замерзла. Я не помню, сколько было градусов в тот день, но если она не полностью замерзла, значит, в моем городе было не очень холодно. Я нахожусь под мостом. Это мост, по которому ездят машины.
Скоро лето. Скоро лето. Это правда. Скоро лето. Идем дальше. Всем здравствуйте, дорогие новгородцы. И что мы видим? Мы видим каких-то птиц. Это или утки, или гуси. Вы меня извините, мне 27 лет, но я не знаю, как выглядят утки, а как выглядят гуси. Это одно из двух. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Я хочу это узнать, и мне будет интересно. Хорошо. Итак, давайте еще чуть-чуть посмотрим на птиц. Говорим им пока. И идем дальше. Сейчас я буду показывать Кремль. Так, сначала я хочу показать вам этот гараж. Это маленькое здание. Ну, наверное, это не гараж, я не знаю, что это. Но выглядит очень красиво. True Russian Vibe, Russian Aura, Russian Aesthetics, как говорят русские люди. Итак, Новгородский Кремль. Если вы не знали, Кремль есть не только в Москве. Наверное, я уже когда-то говорил об этом. Кремль – это сооружение, которое строили в разных городах в Древней России. И самый старый, самый древний Кремль – это тот Кремль, который вы видите сейчас на видео. Новгородский Кремль или Детинец. Я не буду объяснять, что значит слово «детинец», но вы можете просто запомнить, что это альтернативное название Новгородского Кремля. Окей, что я могу сказать про Новгородский Кремль? Я не очень много знаю про него. Если вы посмотрите на него, то увидите, что он выглядит не как фэнси московский Кремль, а как настоящий суровый средневековый замок. Ну, конечно, это не замок, это только стена, внутри которой находятся другие здания. Но я хочу сказать, что он сохранил суровую средневековую ауру и атмосферу. Итак, если я не ошибаюсь, как я уже сказал, это древнейший Кремль на территории современной России. Кстати, сейчас можно увидеть красную надпись «Катание с вала запрещено». Итак, что еще вам рассказать? Первый документ, который говорит о Новгородском Кремле, датируется 1044 годом. То есть первый раз Новгородский Кремль официально упоминается в начале XI века. Новгородский Кремль имеет форму овала. Это овальная стена, и ее протяженность составляет 1487 метров. Хорошо. Внутри Кремля... кстати, давайте посмотрим на творчество местных жителей. По-моему, достаточно мило и красиво. Итак, главное здание внутри Кремля – это Софийский собор. Сейчас я, наверное, показываю вам фотографию, но
чуть позднее вы также, скорее всего, увидите его на видео. Также Новгородский Кремль – это то место, где нашли берестяные грамоты мальчика Онфима. Скорее всего, вы никогда не слышали про это. Давайте я вам расскажу. Берестяная грамота – это кусок дерева, который раньше использовался вместо бумаги. То есть очень давно на Руси или в Старой России люди писали на кусках дерева. Мы называем их берестяные грамоты. И в Великом Новгороде, в Кремле или рядом с Кремлем археологи нашли берестяные грамоты с записями и рисунками маленького новгородского мальчика. Сейчас я покажу вам фотографии из интернета. То есть на этих берестяных грамотах можно увидеть какие-то записи, которые делал этот мальчик, его рисунки. Я не знаю, смогу ли я найти в интернете фотографию, но, например, в музее, где лежат эти берестяные грамоты, можно увидеть рисунок людей, которые едут на лошадях и воюют со своими врагами. Если верить информации в интернете, то ученые говорят, что этому мальчику было примерно 6-7 лет. Хорошо, идем дальше. Как вы видите, люди хорошо и весело проводят время. Все катаются с вала. Вал – это эта маленькая гора, которая идет вниз. Люди катаются с вала на ватрушках. Как вы уже поняли ранее, это нелегально, но людям это не очень интересно. Итак, сейчас мы находимся в месте, которое посвящено победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Великий Новгород принимал активное участие в этой войне, и это достаточно трагичный, но важный момент в истории этого города. Окей, давайте чуть более внимательно посмотрим на объекты, которые тут есть. Первый объект – это советский танк. В каждом нормальном городе есть танк. Если в центре вашего города нет танка, то вы живете в каком-то странном городе. Итак, этот танк стоит тут очень давно. Всю мою жизнь он здесь был. Давайте почитаем информацию. Танк Т-70М. Итак, этот танк известен тем, что во время войны он успешно совершил одну опасную операцию. Когда была зима, этот танк заехал на озеро, он заехал на лед и напал на врага. И враг этого не ожидал. Кстати, когда я был ребенком, в этом танке внизу была дыра, и в него можно было залезть. Но сейчас этой дыры уже нет. Итак, идем дальше.
Идем дальше, и следующий объект – это вот этот мемориал. Мемориал, на котором написано «Советским воинам-освободителям вечная слава». Очень хорошая фраза, я с ней абсолютно согласен. Так, дальше мы видим 2 артиллерийские пушки. Это экземпляры пушек, которые использовали советские солдаты. И вдалеке мы видим советского воина на коне. Если вы посмотрите внимательно, то вы увидите, что под конем находится свастика. И этот памятник, как я понимаю, символизирует победу советского народа над фашистской армией. А справа стоит башня, вокруг которой ходило очень много разных легенд. Но все эти легенды неправдивые. Когда я был ребенком, некоторые люди нелегально залезали в эту башню, но лично я никогда этого не делал. Хорошо, идем дальше, идем смотреть на то, как выглядит Кремль внутри. Итак, я, Никита, ваш невежественный экскурсовод, приглашаю вас продолжить нашу экскурсию. Мы находимся внутри Новгородского Кремля, и сейчас я покажу вам 2 главных его объекта. Первый находится справа, Софийский собор, второй находится слева, памятник тысячелетия России. Сейчас мы по отдельности поговорим про каждый. Впереди, кстати, вы видите Новгородскую филармонию. Это место, где играют классическую музыку и дают концерты. Также там, скорее всего, ставят спектакли. Итак, Софийский собор. Я бы сказал, что это главный храм Великого Новгорода. Это один из самых древних каменных храмов России и вообще одна из главных построек русского средневековья. Я уже начал показывать памятник, я хотел чуть больше рассказать вам про Софийский собор, но тайминг этого видео не позволяет мне это сделать. Ну ладно, давайте посмотрим на памятник тысячелетия России. Это памятник, можно сказать, что это памятник, который Россия подарила сама себе на день рождения. Когда России исполнилось 1000 лет, кто-то сделал этот памятник. Если я не ошибаюсь, это был архитектор с фамилией Микешин. Это какой-то старый факт из моего детства. Может быть, я что-то путаю. Итак, на этом памятнике есть 3 яруса, 3 уровня. И на памятнике изображены главные религиозные и политические фигуры, а на нижнем уровне изображены главные фигуры, личности русской интеллигенции и русского общества в целом. Там можно увидеть реальных деятелей искусств, деятелей науки, людей, которые принадлежали к церкви и, возможно, каких-то других людей. Может быть, однажды, может быть,
однажды я сделаю видео, где детально покажу вам этот памятник и постараюсь подробнее про него рассказать. Хорошо. Итак, это почти что все. Мы идем на выход. Впереди вы видите вход и выход из Кремля. Мы уже там были, только с другой стороны. И на горизонте вы видите красивое здание. Это здание администрации Великого Новгорода. Вообще, я сейчас записываю это видео и понимаю, что мне очень нравится свой родной город. Я там уже давно не живу. Я не живу там уже примерно 9 лет. И я не собираюсь туда возвращаться. Но это очень приятное место. Я бы сказал, что это отличное место, чтобы там родиться, провести там свое детство и, возможно, неплохое место, чтобы провести там свою старость и умереть. Но жить там в молодости как-то не хочется. Мне кажется, что жизнь там довольно простая и скучная. Хотя не могу сказать, что моя жизнь в Санкт-Петербурге очень насыщенная и интересная. Окей, мы приближаемся к зимней новогодней ярмарке. Ярмарка – это типа как место и событие, где стоят вот такие лавки, маленькие магазины, в которых что-то продают. Здесь можно купить сувениры, а также напитки, алкогольные и безалкогольные, еду и, может быть, какие-нибудь другие вещи. Согласитесь, что выглядит очень уютно и красиво. Так, самовары с глинтвейном. Глинтвейн – это горячий алкогольный напиток на основе вина. Ну и здесь вы видите новогоднюю елку. Классический традиционный элемент этого праздника. Окей, это все. Мне осталось показать вам только одну вещь. Ну, а так вообще спасибо, что посмотрели это видео. Та вещь, о которой я говорил, дедушка Ленин. Ну как я могу вам показать свой город и не показать дедушку Ленина? Если вы забыли, как я выгляжу, то вот мое лицо. Еще раз спасибо вам за просмотр и увидимся попозже. Пока.